Дорогие друзья, я приветствую вас на очередном нашем мастер-классе, который посвящен на этот раз такой интересной теме, как ударная техника в партере, в принципе, плотное взаимодействие, как мы защищаемся на земле, как мы работаем, как мы учимся бить из нестандартных положений и много-много-много всяких интересных штук, которыми я хочу с вами поделиться, которые иллюстрируют нашу концепцию максимально ясно и максимально развернуто. Естественно, обо всем рассказать я не смогу за этот мастер-класс, но тем не менее, все, что у меня на сегодняшний день в голове, вот в рамках нашего обычного где-то полуторачасового регламента есть, я вам выгружу. Ну, естественно, постараюсь вас вдохновить, дать вам несколько дополнительных идей, может быть, для самостоятельной тренировки, и расскажу о том, чем мы занимаемся, какие у нас есть на сегодня материалы, что мы вам можем предложить, ну и так далее и тому подобное. В общем, хватит со вступления. Те, наверное, кто смотрит первый раз, кстати, да, скажу, что я занимаюсь этим на протяжении 24 лет, вот на сегодняшний день именно боевыми искусствами. И в основном я занимаюсь как смешанными единоборствами, вроде ММА, но ММА с уличным уклоном. То есть ММА без правил, ММА, которая позволяет решать задачи противостояния в реальной схватке. И у меня сегодня ассистент, я его представить не могу. Вот, он мне любезно согласился помочь. Мастер боевых искусств, 6-й дан по кемпу карате. Ниндзя со всех сторон, со всех углов. Вот. Просто когда я говорю обычно про команду, можно я так, да? Просто здесь очень удобно. Я просто когда обычно говорю про команду, я говорю мы постоянно. Ну вот это все. Я не один, нас таких много, и, естественно, мои уважаемые коллеги, мои уважаемые друзья, они тоже мне помогают, делятся своими знаниями, любезно, да, своими наработками. И я счастлив тоже учиться у этих людей, заниматься с ними. Лица, к сожалению, показать не можем, да, ссылочку на сайт дать не можем, потому что человек сейчас, так сказать, недоступен для гражданского населения. Вот. Я правильно говорю, да? Да, недоступен, поэтому будем в масочке и будем работать максимально спокойненько, максимально легко. Надеюсь, будет вам интересно. Так вот, ударная техника в партере. Многие люди, они ставят во главу угла, например, тот или иной вид борьбы, там, грэпплинг, начинают там в джиу-джитсу на земле перемещаться, друг друга брать на треугольники. И это очень классный вид спорта, это очень классное направление, очень классная методика, которую, естественно, по возможности всем, кто хочет действительно научиться чувствовать себя увереннее на улице, лучше освоить, действительно лучше освоить. Однако, не увлекаясь. Почему? Потому что если вы увлечетесь слишком сильно, например, вознёй на земле, всегда вот может подбежать человек какой-нибудь и дать вам по морде. Но это происходит, ну не знаю, ты же видел такое, да? Я видел просто много раз. Когда раз он его взял, он его там держит, другой подбегает по морде ему, хлоп, и все, и человек падает. Но это происходит постоянно. Поэтому мы с вами будем разговаривать в каком ключе? На улице мы с вами, если оказались в горизонтальной плоскости, мы стремимся как можно быстрее подняться. Причем подняться не так, да, как мы это делаем обычно, после того, ну там раз полежали, там встали потихоньку, там облокотились, нет. А как сделать так, чтобы вы от земли без помощи рук смогли легко оттолкнуться и легко воспарить. То есть только при первой же возможности вам нужно встать. Вам нужно встать, устойчивость поймать. И с вашим соперником начать уже разговаривать обратно на языке жестов. Потому что внизу вы попались. Больше, чем один человек, повторюсь, это все. Если бой 1 на 1, идут в ход любые техники, без проблем. Но если бой случается все-таки реальный, и там могут быть у него товарищи, соратники, просто идейные какие-то, так сказать, как их назовем? Сообщники, сообщники. Что там, да? У него, у всяких гадов, ребята, могут быть сообщники. Поэтому, какие ключевые позиции? Если вы оказались на земле, вы должны уметь мощно, жестко, четко бить, чтобы противник вас, как только он вас прихватил, вы должны ему накидать туда так, чтобы он пожалел, что из дома вышел. Первое. Второе. Должны научиться научиться защищаться. Тема защиты
как раз, почему я именно сейчас даю этот мастер-класс, потому что я раскрыл в нескольких мастер-классах и концепцию наработки ударной техники рук, и защиту парированием, и наработку чувствительности, и много-много-много всяких разных интересных моментов. И именно защита парированием, именно развитие вашей координации базовой, именно углы вот эти вот фехтовальные, они и будут работать на земле. Соединим это все дело с ударной техникой, которая была в одном из мастер-классов, в одном из первых мастер-классов. И вы получаете прекрасную систему взаимодействия с вашим оппонентом на полу. Так вот, с чего мы начинаем? Начинаем мы с того, что прежде чем, как я уже говорил до этого, прежде чем вы поймете, как работать в партере, да, прежде чем вы научитесь выходить из этой ситуации, вам нужно овладеть соответствующими инструментами. Когда мы оказались на земле, нашего противника мы первое, что делаем, бьем. Второе, защищаемся от него. Да, третье, как только мы поняли, что что мы организовали какой-то зазор, да, в его, так сказать, защитных действиях, мы тут же встаем. Причем встаем специфическим образом. Встаем не так, как, знаете, некоторые вот бывают ложатся. Я просто видел несколько раз такую историю. Раз человек лег, и он начинает вставать вот так. И пока он вот так встает, ему тут же прилетает по лицу сюрприз. Просто. Если вы оказались на земле, единственное, что я буду немножко показывать, утрированно, да, потому что у меня здесь микрофон. Но без микрофона вам меня будет не слышно, будет не такой качественный, хороший звук. А я думаю, что он на самом деле здесь самый важный. Потому что разное кунг-фу, я в принципе на ютубе показываю, там много-много кунг-фу. Я просто я не владею терминологией. В общем, там очень-очень много всяких кунг-фуйских действий. Вот здесь же мы все-таки методически, некий такой концептуальный ликбез, наверное, если можно сказать. Относительно нашей системы ликбез, конечно. Так вот, не поднимаясь вот так, да, чтобы человек не поднимался вот таким вот образом, знаете, в колено-локтевой, а чтобы он смог с того положения, где он находится, чтобы он смог с любой ситуации, с любого варианта, чтобы он смог подняться без помощи рук, потому что руки вам нужны, чтобы защищать себя. Вот в чем смысл. Вам руки нужны для того, чтобы, если вы где-то там потеряли устойчивость, чтобы вас не отпинали. Пассивно защищаться и активно защищаться, за ними прятаться, искать углы. Вот. Поэтому начнем. Для того, чтобы понять, как это все работает, для того, чтобы понять, как это все работает и какую технику мы должны будем с вами адаптировать. Пока одной достаточно. Давай. Какую технику мы должны будем с вами адаптировать? Давайте мы чисто логически порассуждаем. Просто на уровне логики. Если здесь я, например, бью удар, я бью со смещением. Да, я бью со смещением. И вот у меня есть возможность провернуться, подключить спину, довести удар до финальной точки. Но это при условии того, что у меня центр масс мой подвижный. Но ведь когда мы находимся на земле, центр масс двигаться перестает. Правильно? Мы уже существенно менее подвижны. И поэтому сместить центр масс, допустим, как там в классике там учат, бам, мы смещаем центр масс, и вот мы наносим ударное действие, мы уже так сделать не сможем. То же самое, как мы не сможем сделать вот такие какие-то мощные там бам, телодвижения. Мы же будем ограничены. Получается, если я не подключаю спину, если я не двигаюсь туда-сюда, да, как я могу бить с нижнего положения? Что мне делать? Понятно, да? Поэтому мы с вами говорили о волнохлыстовом ударе, о котором я расскажу подробно в следующих мастер-классах. Это очень важно. Здесь я вас только познакомлю с этой концепцией, чтобы вы понимали, почему мы ее применяем. Потому что все говорят, волнохлыстовой удар и так далее. Никто не понимает, что это такое. Они не понимают, потому что у них, в принципе, огромное количество обрывочной информации. И вот это то, что мы сейчас делаем, это первые попытки это все систематизировать и структурировать. Так вот, смотрите. Чем отличается волнохлыстовой удар от ударов по управляемой, по неуправляемой цепи? Да? Тем, что волна – это передача энергии без смещения массы. Мы можем, находясь на месте, внутри нашего тела, запустить по эстафете от опорной площадки импульс и реализовать его в финальной точке. При этом волна, сначала мы ее делаем утрированная, и она идет вот такая. К примеру, я вот ее накидываю, да, вот она, волна, к примеру, и раз, бам, туда. Там, да, я даже вот прям это самое, прям утрированно, да. Но вот эта вот волна вот с этой вот амплитудой,
она может передаваться как по зигзагу. То есть вы сделать можете то же самое, но видите, амплитуда меньше. Вот она меньше, а потом еще меньше, а потом еще меньше, да, к примеру. Вот. И инерция передается как эстафета. От одной, так сказать, ой, я прошу прощения, ребята, у меня тут очень неудобно. Я сейчас оторву, ладно, вот это все, потому что она висит, ну мы все люди, проглядел. Вот. Она передается как эстафета. Когда одно звено ударной цепи останавливается, оно передается в следующее. Это как шар для боулинга, когда, допустим, едет машина. Да, а на заднем сиденье лежит шар для боулинга. Бах, врезалась. Шар для боулинга полетел дальше. И вот он полетел дальше, и вот таким же образом передается, так сказать, здесь ударный импульс. И это позволяет нам без особого смещения центра масс, без того, чтобы делать шаги, хотя мы в жизни, я всегда говорил, что мы бьем на шагах, да, это позволяет нам с коротких дистанций, с коротких расстояний делать вот такой вот выхлест. У нас тело превращается, как бы, эта концепция же и в японских, да, есть тоже. У нас тело превращается в хлыст. То есть оно у нас как жгут, пум, выдает энергию на месте. И мы когда бьем, получается, я утрированно сейчас, и туда, я отсюда, и раз, и... Нормально? Нормально, да? Я не промахнулся, нет? Да. И раз, да, и давай потише. Они просто пробиваются, ребят, вот эти лапки, я просто, да. И раз, да, и раз. Видите как? Я медленно показываю, то есть стоя на месте, пум. Я массу не сместил, но тем не менее я импульс передал. Конечно, обычно мы делаем как? Я сейчас не буду бить, смотри, я не буду бить, я просто буду, знаешь, как показывать. Давай поменяемся вот так вот местами. Я не буду бить, я сам левша. Обычно мы это делаем, конечно, мы делаем на шаге, на скачке. Часто мы делаем на подскоке, да? То есть на челноке, допустим, можем бить, если там спортивно. Уйти, да, бьем. Можем сделать на подскоке удар. Потом с шагами скомбинировать, чтобы уйти. Но здесь мы говорим о варианте, конечно, что мы разогнаться не сможем. Поэтому волнохлыстовой удар, о котором я сделаю отдельный мастер-класс, это одна из основных таких концепций, которые вам надо освоить. Что он позволяет сделать? По кратчайшим траекториям, за счет того, что вы запускаете именно вот эту вот энергию, он позволяет по кратчайшим траекториям наносить ударные действия. Я встал и туда ударяю. И вот. Жестко, нормально приходит, да. То есть и пошел, давай медленнее. И вот он. И вот. Видно как? Разогнаться. И ведь я так могу бить, допустим, стоя около стены, к примеру. Я могу использовать, если я не могу переместиться, я могу использовать стену как опору и запустить ту же волну от стены, правильно? Вот таким образом. Могу же? И получается, смотрите, вот он, вот мой дорогой ассистент, уважаемый, стоит. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так чуть-чуть, ага. Вот он стоит, уважаемый ассистент. И отсюда раз запускаюсь, чуть-чуть подальше, ага, чтобы... Отсюда я раз запускаюсь назад, я запустился. Я могу запуститься и нанести ему по лапе ударное действие. То есть я могу использовать стенку как опору для того, чтобы от нее оттолкнуться и превратить потенциальную энергию в кинетическую, ускорить ее и реализовать ударный импульс в момент времени. Нам это позволяет с вами получить гибкость и пользоваться нашим телом, знаете, как змея, как жгутами, чтобы у вас из любого положения вы могли человека ударить. И смотрите, что получается. Получается, что мы когда работаем, я делаю от стенки, оттолкнулся раз туда, потом в эту сторону я покатался. И смотрите, что получается. Получается, что я могу отсюда выбрасывать ударные действия, отталкиваясь. Да? Я раз толкнулся, два толкнулся. Раз толкнулся, два толкнулся. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. То есть это я сейчас опять, я вам показываю утрированно, да, я показываю вам со стойки. Вот я помаленьку работаю, потихонечку, без каких-то особых, пока понятно, да? Так со стороны. Просто я буду обращаться к ассистенту, потому что мы же живые люди, да, и хочется не размялся. Ударил цепь
цепь сделал, кстати, тоже, чтобы вы понимали. Ударил, цепь сделал жесткую. Мышцы можно себе немного повредить. Для того, чтобы вот это, ребята, все работало, вам необходима волновая гимнастика. О волновой гимнастике в большом курсе есть много информации. Сейчас я на ней останавливаться не буду. Мы пока с вами поговорим именно про методику и про логику базовую. Вот смотрите, вот я начал отталкиваться. Теперь я раз оттолкнулся, да? Я оттолкнулся и дал импульс. Помните, как на деревьях, там, кто смотрел мастер-класс, кто не смотрел, посмотрите, запросите у администратора. Да, смотрите, помните, как мы на деревьях чувствовали телом, делали вот эти вот перекаты? Да, в одну сторону, в другую сторону, в одну, в другую. И сюда мы уже начинаем с вами подключать наши ударные действия. То есть раз я толкнулся, два толкнулся, раз толкнулся, два толкнулся, раз, два. И потом эти ударные действия, их можно уже вставлять, так сказать, вариативно, да? Когда мы сидим около стеночки. И после этого, после того, как мы почувствовали именно вот этот толчок, когда мы научились работать телом, в теле искать опору во всем, что есть, и именно от тела запускать ударный импульс, ударную волну, мы, ребята, с вами всю ту же самую механику переносим на уровень земли. То есть мы садимся. И когда мы садимся, смотрите, в данном случае, мне же тоже нужно с ним, мне же тоже отсюда нужно нанести какой-то удар. Да? Если я буду просто делать вот так, у меня не получится, потому что моя конструкция, она надломится. У меня разгона не хватит, я не смогу вот такое расстояние получить. Это просто очень сложно, согласись. Просто ну как, либо ты уже встал, ты уже тогда с ним стоишь, либо если он где-то здесь в плотном контакте, ну а как ты сделаешь? Что ты сделаешь? Да? Вот. Поэтому отсюда тоже, ребята, с этой позиции тоже нужно учиться бить. Когда вы сели, допустим, вот вы вот это вот движение, это вот волновое движение, да, вот у вас ваша позиция, видите, вы раскованы, вы должны быть раскованы, и вы должны освоить волновую гимнастику. Либо это большой курс, повторюсь, либо посмотрите в интернете где-нибудь, кто хочет сэкономить. Там очень много на эту тему инфы, вот, но качественной мало. Так вот, веду, получается та же самая история, да, с той же самой, чуть-чуть вот так, да, я ладошкой буду. Та же самая история, вот я с той же самой историей начинаю работать. Я перехожу на то же самое упражнение, но теперь я это упражнение перетаскиваю на положение сидя. Вот, я работаю в положении сидя. И смотрите, если у меня будут зажаты плечи, если у меня будут зажаты руки, если я буду зажат, у меня не получится разогнаться. Поэтому что надо? Отпустить себя. Надо расслабиться, надо себя отпустить и учиться себя отпускать. Для того, чтобы это научиться делать, важные моменты. Первое, сейчас мы удар, это что? Это опора. Удар, все удары идут от опоры. Это первая опора. А второе, передача импульса по биокинематической цепи. Когда у вас вот эта вот инерция, она летит вперед, вперед, вперед. Да, то есть вам нужно научиться эту инерцию не тормозить. Поэтому мы делаем что? Поэтому мы делаем вот таким вот образом потихонечку. Нарабатываем один. Я буду потише, я знаю, не очень приятно. Не смертельно, конечно, но неприятно. Вот, видите как? Я потихонечку эту инерцию начинаю передавать. Раз, одной рукой. Вот. Другой рукой. Вот, я встал. Давай поменяем угол чуть-чуть. Можно с этого угла попрошу? Просто чтобы было видно. И отсюда. Раз. Два. Просто я аккуратненько. Так. Там. Вот, то есть я начинаю учиться формировать ударный импульс отсюда. Есть там удар, да? Все? Ага. Смотрите. И после того, как я научился формировать удар, после вот этих вещей, после этих моментов, я уже расслабляю свои плечи, свой корпус. Я учусь быть динамичным, я учусь быть подвижным. И, учась быть подвижным, в этот момент я должен с замкнутой позиции, например, с сидячей позиции, научиться бросать удары. Для чего? Для того, чтобы почувствовать, для того, чтобы разбросаться, именно почувствовать вот этот момент, где у меня работают плечи, где у меня работают руки. Да? И потом вот этот момент, смотрите, это ваша защита. То есть вы прячетесь, да? С этой стороны идете. Это ваша ударная техника, да? Где вы отсюда бьете, локтем бьете. Да, прикладная ударная техника. И я при этом, я же не смещаюсь.
Конечно, хорошо бы, да, посмещаться, но на жопе вы далеко не уйдете, даже если как бы небольшими вот такими шажками. Ты чего я несу? Ладно. Вот. Вы далеко все равно не уйдете. Поэтому, перекатываясь, используя импульс собственного тела, вы начинаете, сидя на земле, расслабляя плечи, чуть-чуть слегка набрасывать ручки. Набрасывать с одной стороны, с другой. Просто бросая через центральную линию, учась вставлять, где-то уходить, локти вставлять, да, прикладные удары с этой стороны, с этой, туда начинаете бить, да, со всех сторон. Кинул. И вот у вас после этого появляется, ребята, вариант свободы. Вариант свободы. Вы чувствуете себя свободным, и вы, не напрягаясь, передаете ударный импульс, когда вы сидите, да. То есть, как именно бить, мы уже с вами не говорим, да, но тем не менее, принципиально, вы уже, смотрите как, тут тоже, кстати, я пока говорю, важно очень дышать в этот момент, да. Бросаете руки вперед, с этой апперкоты бьем, и делайте вот таким образом. Ну, минут 10, наверное, поделайте. Почему? Ну, вообще в идеале 10 минут. Так-то у кого насколько хватит терпения, ну, в принципе, вам нужно наработать усталость в плечах, чтобы они у вас начали расслабляться, чтобы вам стало лень их не вмоготу, чтобы уже стало бросать. И тогда вы начнете подключать тело. Потому что до этого каждый будет делать вот так, это я точно знаю. Нет, я так не буду делать, и ты тоже будешь. Те, кто так считает. Поэтому спокойненько, легко, бросая плечики вперед. Можно потом совместить это с тем, что вы отталкиваетесь от стеночки туда, да? А потом, после того, как вы оттолкнулись от стеночки, вы уже начинаете с воздухом работать. Переваливаться в одну сторону, в другую сторону, да? Бить. Смотрите, ребята, как интересно. Какая интересная штука. Если вы хотите попрактиковаться самостоятельно, да, вот в этих вещах, просто с партнером тяжеловато, ну или там партнер по тренировке, если у вас есть, вы можете, конечно, с ним поспарринговать. Но до того, как вы, после того, как вы отработали на воздухе и до того, как вы начали с ним непосредственно применять это в спарринге, есть вариант работы с мешочками. То есть вы можете таким же образом сидеть, эти же самые удары накидывать на мешок. Видите, как с этой стороны, с этой стороны. Разные дистанции. С этой. Подойти к нему в ближний бой, снять варежки, с этой стороны. И отработать этот момент со снарядом. Вот. Отработать именно в динамике. И побить реально. Потому что в любом случае вы в такой контакт с вашим товарищем работать не будете. Партнера надо беречь. На партнере вы учитесь понимать тактику, тренируетесь. А жесткость вы нарабатываете именно при работе на мешке, на тяжелом снаряде. С этой стороны ударяйте. С этой стороны. С этой. И так далее и тому подобное. Вот так потренируйтесь. Между тем, как вы сидите на
на земле. И тем, как вы начинаете уже делать это все вместе с вашим оппонентом условным, жесткость ставим на тяжелых мешках в положении сидя. Подобно тому, как мы работаем со стенкой, подобно тому, как мы отталкиваемся от стены и ищем опору во всем, только мы куда-то прикоснулись, что получается? Мы раз только прикоснулись, мы уже полетели. То есть мы не то, что там раз от стены и начинаем отталкивать, да, а мы учимся формировать импульс. То есть мы там уже, да, отсюда залепили ему удар. Если он даже стоит, я могу попросить, пожалуйста, я не сильно буду, да, ассистенту, потому что ассистент мастер, и мастеру руки тоже очень важны. Ручки — это ювелирный инструмент. Не надо их... Я видел, знаешь, что прикол был? Я прихожу как-то раз в зал, и там, короче, чувак бьет по мешку. Раз! И такой на ноге прыгает. Такой, потом раз! Еще раз. Я вижу, что у него просто... Он не набита голень, и он пытается ее набить. Я говорю... И такой... И терпит. Я говорю, братан, мне, обычно мне плевать. Просто я несколько раз уже смотрю, тебе нога нужна? Он говорит, да. Я говорю, а что, зачем ты ее отбиваешь? Не, ну я ее укрепляю. Какой укрепляешь? Я говорю, ты сейчас заработаешь себе кучу травм. И поэтому наши пересмотрят фильмов «Кикбоксер», пересмотрят японских, там, или Морио Хигаона, знаешь, Годзюрю. Он там стену бьет. Ну, он-то всю жизнь этим занимается. Они думают, что мне тоже надо, на, все. И руки потом постепенно начинают сыпаться. Вот поэтому ручки мы бережем. Я просто к тому, что если кто-то хочет набиваться, и про укрепление ударных частей, укрепляем потихонечку, укрепляем аккуратно, укрепляем очень дозированно и постепенно. Вот это ключ, постепенно. Не сразу, постепенно. Правильно, мастер? Вот. Мастер не даст соврать. Вот. Потихоньку, смотрите. То есть таким же образом, тут у меня экипировочка, таким же образом я отсюда, получается, что я раз бью, я могу туда закинуть. Видите как? То есть я прям раз закинул туда удар. Это может быть кулак, это может быть ладошка, это может быть такой, боковой, неважно. Главное, что вы научились цеплять этот импульс. И более того, у вас уже здесь получается защита, если вы около стены работаете. Так вот, в замкнутом пространстве это та же самая работа, как на земле. Поэтому нижняя акробатика, кувырки и остальные все вот эти упражнения подводящие, они очень-очень важны. Не потому, что мы такие стали в стойку, я такой кувыркнулся, такой раз там. Нет, не поэтому, а потому что оно развивает чувство пола. Вы учитесь вписываться в плоскость пола, вы учитесь договариваться со своим телом, вы учитесь поджимать острые углы. И для того, чтобы группироваться. И после того, как вы научились группироваться, вы этим процессом учитесь управлять. Поэтому все, кто хочет вот эту штуку освоить, работу в партере, всем срочно искать в русских единоборствах. Есть. Вот я с большим уважением отношусь. Мне очень обидно слышать, когда, например, имя Алексея Алексеевича Кадочникова поливают грязью. Ты тоже хорошо относишься. Это просто отвратительно. Да, там, вы знаете как? Понятно почему, да, но я это не придерживаюсь, потому что это гений. И вот нижняя акробатика, которую они представили, всем посмотрите, как они делают, посмотрите, как они работают, освойте эту методику, ничего сверхсложного нет, плюс ко всему, по этому вопросу огромное количество материалов есть. Вот именно по этому вопросу большие молодцы, прям, и они говорят всегда, то, что вот то, что на земле, это то же самое, что рукопашный бой. Но потом, этот же рукопашный бой, как вы бьете здесь, потом вы также начинаете двигаться, когда вы работаете с ним. Да, как я уже говорил про парирование. Вы те же самые углы начинаете искать. И вы работаете примерно такой же манерой. Вы не идете, да, на него вот так, потому что там нож, там хлоп и все. А вы идете уже в гибкой манере, вы учитесь телом организовывать геометрические фигуры. Там, придя к нему под одним углом, под другим, и вы как на шарнирах, такой как телескопическая дубинка, раз стал, вот так туда, вот, и все, и человек, вот. Поэтому, ребята, дальше идем. От этого положения, по логике, переходим в сидячее, а от сидячего положения мы уже с вами ложимся. И ту же самую методику, ребята, мы делаем лежа. Я сейчас еще попрошу по поводу положения сидя. Присядь, пожалуйста, сними лапки пока. Ага, я помогу. Вот смотрите, положение сидя. Может поближе. Если у вас есть напарник, прижми, пожалуйста, к пузичку, да, другой стороной, тут эти, вот так. Если у вас есть напарник, вы можете сесть с ним вот таким образом и потихонечку
понакидывать вот эти вот телодвижения не сильно, да, на дистанции, на расстоянии, для того, чтобы почувствовать, нормально заходит, да, на дистанции, на расстоянии, для того, чтобы почувствовать именно вот эту вот, именно ударную структуру, да, и разгон. Вот, апперкот, можете попросить его подержать апперкот, можете попросить его там, есть вот большие мячи для фитнеса, взять и аккуратно повставлять. Так вот, вот эта логика переносится потом. Смотри, да, разговариваем про бой на земле, а начинаем как издалека. Это вы нигде не увидите, друзья. Для того, чтобы получить эти знания, мастер не даст соврать, что бесплатно вы их не получите. Имейте в виду, вам никто так вот подробно не расскажет это все. Вот, поэтому информацию эту воспринимайте очень внимательно, аккуратно. Это проверено не мной, а это проверено уже многократно всем человечеством. И после того, как вы научились работать около стены, наверху, да, сидя, вы уже учитесь делать то же самое, но теперь вы учитесь делать внизу. Учитесь работать внизу. Смотрите, что нам нужно. Вот я его держу. В данном случае я ножки, сейчас, вот я их сейчас, они у меня более-менее свободны. Потом я попрошу уважаемого ассистента на меня присесть, да, чтобы ограничить вообще подвижность. Смотрите, здесь уже получается, я делаю то же самое, те же самые движения, используя вот этот перекат для того, чтобы ему ударить. Давай постепенно, посильнее буду. Раз. А потом мы комбинируем, смотрите медленно. Потом мы комбинируем одну, другую, одну, другую, одну, другую, одну, другую. Ага. Раз, и, два, и. И я делаю то же самое отсюда. Я не буду сильно, я делаю раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и. Гляньте, я бью, выставляю цепочку и отсюда выставляю. Отсюда выставляю, да, потихоньку, медленнее. Отсюда, 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 отсюда. Раз, и, два, и. И вот вы видите, мы с вами получили представление о базовой механике. Но ведь это базовая механика, когда вы понимаете принцип. Да, кстати, сразу предупреждаю, пресс нужен хороший. Надо, чтобы вот так вот держаться, чтобы ходить. Вам понадобится пресс. Поэтому у кого, кто ложится и у него вот такое пузо, вот, ребята, будет тяжеловато вам с этим совсем. Для этого нужно быть, чтобы здесь вот работать, нужно быть все-таки в форме. Ну, в какой-то в такой, да. Можно научиться более или менее работать, но вот так вот именно вариативно. И вы продолжаете с одной стороны, с другой, с одной, с другой. А потом вы уже начинаете таким же образом накатывать ударные действия, видите, снизу. Вы уже начинаете отсюда идти, вставлять локоть, да? Здесь идти, сюда идти. И вы уже начинаете перемещаться. Вы уже начинаете использовать пол, использовать плоскость пола. Вот. И смотрите, с противником использовать свой таз, да, как начинаете использовать как инструмент, как, так сказать, генератор инерции. И потом, конечно же, если вы оказались в таком положении, и он вас бьет, тогда, естественно, вы, когда будете уходить, вы подтянуть можете и с этой стороны, смотрите, здесь вы ему напихаете. И ногами сможете напихать. И перейти, если вам нужно, на болевое воздействие. Да? И дальше, допустим, бьет меня. Я опять его раз парировал. Подгрузить его где-то, вписаться, да, в удар отсюда, туда вписаться, здесь вписаться, да, здесь вписаться, то есть туда, вот он. Ой, извини. Ага. То есть вы можете, смотрите, что делать. Вы уже можете с ним потихоньку встраиваться в его удары. А он хочет или нет, ему атаковать придется. Он же тоже в этой позиции находится. Ведь если я буду работать, к примеру, смотрите, вот он будет, например, бить по-любому, а мне все равно, я же буду бить навстречу. Он будет дальше меня бить. Я все равно отсюда буду бить навстречу. Что он делает? Он будет отводить голову. Но как только он отведет голову, отсюда ему прилетит моментально сюрприз. Поэтому он должен быть ближе. Я не буду к нему тянуться. Только он башку отвел, тут же я ему садану пяткой. И в чем концепция работы в партере вообще на земле?
И аккуратненько саданул и встал. И встал. Вот что нужно делать. Только внизу попался, бам-бам-бам-бам, на короткой дистанции, маленькими ударами, но жесткими. Набросал ему, накидал. Только он отошел, сразу ногой, бум. И встаем. Вот что нам нужно. Нам нужно вот это освоить. Поэтому ударная техника, волна, волновая гимнастика, волно-хлыстовой удар и вот именно методическая вот эта наработка, она крайне важна для того, чтобы вы на земле научились выполнять свою защиту. Иначе просто будет очень сложно. Иначе вы вцепитесь, он вцепится, и все. Вы себя ограничите, и ничего у вас не получится. Ну вот, к сожалению, это так. Вот. И поэтому мы видим, например, когда раз человека ограничивают, повязали, он сделать ничего не может, его просто бьют. Я не говорю, конечно, что на земле, да, ты не пропустишь ни одного удара. Но извини меня, одно дело пропустить мощно, там, да, акцентированный удар, другое дело хотя бы как-то его, скажем так, сгладить, что ли. И отсюда, дорогие друзья, отсюда, с партера, да, защита. Отсюда мы с вами учимся, можно еще раз? Отсюда мы с вами учимся делать что? Вот мы учимся сначала, когда у нас центр масс свободно движется, а потом мы добавляем все больше и больше дополнительных условий. Он может перейти наверх. Давай, переходи наверх, вот сюда. Только знаешь, у меня тут аккуратненькая база для микрофона. Ну, не, прижми при меня. Прям прижми, чтобы у меня таз не шевелился. Ага, во. Вот, смотрите, все, здесь я уже не могу. То есть, поэтому у меня остается только вот эта штука. Только вот это. И вот откуда вы, просто отсюда, представляешь, как ударить, как человек будет бить? Да? Тяжело как. Но вам все равно, вам нужно эту задачу как-то решать. Так, стоять. Ага. Вам нужно эту задачу как-то решать. Поэтому вы с этого положения все-таки раз и. Хорошо? Смотрите, я нахожусь здесь. Да, мне тяжело. Да, мне сложно. Но тем не менее, я с этого положения могу работать. Не просто уходить, а могу работать. И благодаря тому, что я еще выполняю геометрические фигуры, у меня есть еще шанс, даже если он бьет, даже если он попал, у меня есть шанс поднять его чуть-чуть, освободить чуть-чуть центр масс, нагрузить его где-то и уже отработать, давай с этой стороны, и уже отработать его где-нибудь здесь, да, для чего? С последующим высвобождением, чуть-чуть, чтобы микрофон, с последующим высвобождением из-под него и переходом в стойку. Вот что важно. Но вы остаетесь функциональны. И даже когда вас уже, казалось бы, поджали, ему невыгодно вас поджимать. Потому что даже если он... сними, пожалуйста. Даже, смотрите, ребята, вот с этой техникой, с этой тактикой, с этой методикой, даже если он будет пытаться вас поджимать, вам отсюда разницы нет, потому что вы можете его со всех сторон отсюда атаковать. Видно? Вы можете атаковать здесь проходить его атаковать. Он к вам пытается медленно прижаться, так что, знаешь как, они чуть-чуть медленно, потому что это самое, они не увидят. И во-первых, а во-вторых, чтобы нет, тут же маленькие амплитуды, ага. Он пытается прижаться с этой стороны, да, и у меня есть возможность всегда зарядить здесь удар, туда подсадить, отсюда удар, медленно. И пока он только идет еще ко мне, я уже отсюда могу, смотрите, со всех сторон наносить ему ударные действия. Да, мы показываем аккуратно, но тем не менее, смотрите, я вот, допустим, делаю, он когда идет, да, я ему показываю, что вот, я нанес удар ему, да, ведь я же делаю что? Из-за того, что у меня есть движение, из-за того, что у меня есть вот эта вот гибкость, подвижность, да, я могу ему нанести жесткое атакующее действие. Я только снял туда. Я когда ударил, я еще могу продолжить, ударить отсюда, допустим, с этой стороны чуть-чуть ударить, тоже, да, локтем ударить, оттуда ударить, здесь ударить. И пока он дойдет до меня, я уже его отлуплю. Даже если он ко мне, допустим, прижимается, да, ну, вот сейчас вот можно, когда он прижался, я его чуть, смотрите, ребята, я чуть отталкиваю. Мы показываем сейчас условно. Почему? Потому что если даже человек пытается к вам прижаться, ну, сейчас может поприжаться, вот, прижаться, все равно, видите, я организую зазор, в любом случае.
все равно какой-то зазор я организую. И что, если он дальше, допустим, идти будет ко мне далеко, я уже его, видите, начинаю скидывать, начинаю уже давить, давить начинаю, уже начинаю, допустим, либо здесь обрабатывать, либо если у меня получается, я уже скидываю его в сторону, да, веду, либо туда перебрасываю, да, и перехожу в более выгодное положение. Но важно при этом сохранять функциональность, сохранять возможность для того, чтобы эффективно работать, несмотря на сложившийся контекст. То есть вы отсюда можете наносить ударные, знаете, чуть-чуть это, можете наносить ударные действия, да, можете быть эффективным, эффективно работать. И то, что мы в принципе делаем, то, что мы показываем, оно, как вам объяснить? Вот, допустим, знаете, как вот он, если хватает, руки взял. Вот эта вот тема, которая проходит, не быстро, собственно, вот эта тема, которая проходит, камеру, да? Ну давай, ага. Вот это проходит вот сюда тема, да, раз, допустим, я прошел. Либо просто он как-то руку только повел, вот эти вещи, которые перекрываются, да, которые идут здесь. Сейчас мы потом одни перчатки чуть понакидываешь, ага. То есть перекрываются с этой стороны, да, бьет он дальше, да, с этой стороны. Ему дико неудобно это все. Если он захочет ко мне прижаться, я уже, когда он прижимается, я его здесь начинаю накидывать ему ударную технику локтями, начинаю его забирать всячески, начинаю его лупить, да. Если он далеко от меня, да, то я уже стараюсь его забрать. Я стараюсь его забрать для чего? Для того, чтобы центр массы освободить и опять-таки бам, и уйти, убежать из этого положения, потому что в этом положении мне некомфортно. Но чтобы это было, вам необходимо научиться пользоваться вот этой вот механикой. Вам необходимо развить чувствительность, развить спину, да, развить ваши координационные качества и навыки. И постараться вот из этого положения учиться работать, потому что иначе будет очень-очень тяжело. И вот, накидывая, вот мы вперед накидываем. Вот, стоим, ваш напарник может просто подержать ручки, вам не обязательно в них бить, вам говорят, да не, просто держи, знаешь, как эти. Вы просто в них вкладываете, вкладываете в ручки, либо повесьте себе какую-нибудь ниточку, просто по ниточке, чтобы вы, вот даже с этого положения, да, вот голова устала, с этого положения работаете, да, но тем не менее, смотрите, вы запускаете эти ударные действия с разных сторон. Они у вас идут по вот этим вот траекториям. И плюс ко всему, вы еще учитесь вписываться потом. Вы еще учитесь за счет того, что вы вращаете свой таз, вращаете свой корпус, вы за счет этого учитесь делать углы. И вот, как бы это ни было странно, как бы это ни было удивительно, да, в некоторой степени, вам нужно научиться вести бой из такого положения, когда человек одевает перчатки, вы с ним боксируете. Из положения сидя, когда вы сидите, он боксирует, вы боксируете. И с положения, так сказать, как бы это так объяснить, с положения, скажем так, гарда, когда я его держу, да, я его бью, когда выгодное для меня. И вот во всех этих вариантах нужно научиться работать. Но приемов не наберешься на все случаи жизни. Нужны принципы. Более того, когда вы учитесь работать здесь, если там еще сзади кто-то есть, кто-то вас бьет, у вас появляется шанс, чтобы от вас хотя бы по касательной все это слетало. Потому что надо всегда вращаться. Только вы встали, по нормали удар, который приходится, он вас дестабилизирует. Правильно говорю? Правильно. Вот, дестабилизирует. Поэтому всегда нужно смещаться с любого положения, любой частью тела по зонам и точкам активного поражения. И в данном случае мой ассистент, да, даже вот он, допустим, одевает перчатки. Мы, ребят, не сможем показать это так, как в нашем видео специальном, да, который мы специально этой теме посвятили, потому что мы там снимали на другой микрофон. Да. Здесь микрофон просто переодевать, снимать будет весьма затруднительно, так что мы будем показывать с некоторой долей условности. Плюс ко всему, задача в данном мастер-классе дать вам частичку знаний, которая поможет потихонечку вам сориентироваться. И если человек начинает бросать, да, в меня, да, попадай, ага. Начинает меня бросать, ага. Смотрите, я перекрываюсь, ухожу,
я перекрываюсь и ухожу. Но, сейчас момент. Теперь мы берем, вот сейчас помедленнее, чтобы это самое, потому что там встречка, чтобы встречки не было. Теперь, когда мы берем перчатки, да, и человек начинает потихоньку работать, ну, поработать, да, мы уже начинаем его бить. Смотрите, ему уже сложно, он уже так не привык, потому что его тоже атакуют. Видите как? Он начинает защищаться. И смотрите, что происходит. Он же, видите, он на меня не идет. Почему? Потому что он пойдет на меня, если он прекрасно понимает, что я здесь начну его долбить. И он уходит от меня. Вот. На. Вот что мы делаем. Правильно? Вот что мы делаем. Еще раз. Он начинает идти ко мне. Раз я как-то здесь очутился, да. Раз, да, вот он. Обычно как забивают, да. Я начинаю, видите, получше. Я начинаю перекрываться, раз, и начинаю бить его со всех сторон. И здесь начинаю, все, я перехожу. И вот когда я перехожу, я, во-первых, получаю позицию более выгодную, да, а во-вторых, я, как сказать, я после этой выгодной позиции гораздо меньше рискую. Мой уважаемый ассистент большой мастер. Его статус не позволяет нам показывать это в каком-то приближенном к реальности режиме, потому что это просто, как вам сказать, это неэтично, да? И травмоопасно, ко всему прочему, да. При этом, и неэтично, какого, да. Но я думаю, что принцип вам понятен. Можно еще раз, пожалуйста? Принцип вам понятен. Я ложусь. Он когда начинает бить, и вот он может со мной потихонечку, чуть-чуть побоксировать, не сильно, не быстро. Да. Вот, я начинаю. Я, видите, как начинаю на земле защищаться. Обратите внимание, он уже не смело идет. Он уже да. Почему? Потому что он идет и навстречу летит. Это не то, что я вот так вот зажался, и он меня избивает. Да? Это немного не так. А я в этой позиции опасен. Я причем опасен как? Вот он только раз ему кажется, я его опа оттянул. На! Когда это кроссовок, или прикинь, ботинок мощный, каблук когда, только его бам-бам, только оттянул. И вот так, вот таким способом надо убегать, надо бить. При этом вы, когда его бьете, вы еще и защищены. И сейчас мы поговорим о том, как мы дальше встаем. Конкретные наработки по поводу именно ведения боя на земле. В принципе, на ютубе, как это делается, можно посмотреть. Но обратите внимание, здесь, когда я защищаюсь, я тоже делаю то же самое парирование, которое я показывал в одном из мастер-классов. И здесь же мне нужна моя чувствительность. Здесь я без нее не смогу, потому что я отсюда выполняю съемы. Я выполняю пассивную защиту, но я выполняю съемы. И я начинаю, вот как мы работали на деревьях, как мы работали с ним в стойке, я начинаю отсюда с ним, видите, взаимодействовать. Вот раз чуть-чуть ушел, раз сразу пошел, раз пошел, скинул, оп, на, и залетело, да? Вот что нужно. Прикольно, да? И залетело, и туда оно залетает. Поэтому как бы он вас не фигачил, если вы будете пытаться эти удары отбить жесткими блоками, у вас ничего не выйдет. Вы защищаетесь геометрическими фигурами, в этом основа парирования. Геометрическая фигура. Отсюда у нас термин геометрия защиты. Я правильно говорю? Я вставляю геометрическую фигуру в разрез его вектору атаки и после этого, вписываясь, раскладываю на составляющие ту силу, которая в меня летит, ну и оттуда начинаю работать. И, конечно же, работая с этого положения, конечно же, осознавая, да, что у меня появился дополнительный арсенал, да, и он, осознавая, он начинает, побоксируй чуть, попади, дай мне. Смотрите, даже просто, да. Угу. Так, дальше. Ну, это так медленно, чтобы, да? Ага, пошел. Здесь отсюда мне его тяжело. На! Увидел? Раз, на! Оп! И я пошел. Вы видите как? Он ко мне идти не хочет. Он ко мне,
Никто не видел, нет? Не показывай, не пугай людей, они больше не придут к нам. Он ко мне идти не хочет, он хочет меня достать оттуда. Но достать оттуда он, во-первых, не может, потому что у меня руки, у него руки. Да? А во-вторых, как только он пытается защититься, я его начинаю тут же бить ногами. Чтобы от моих ног спрятаться, он должен идти ко мне. Если он идет ко мне, я его начинаю... Можно еще раз, пожалуйста? Медленно, проследите. Чуть-чуть на меня. Ага. Вот он работает, пытается работать. Если он идет ко мне, к примеру, даже в захваты, вот, я уже начинаю его локтями здесь бить. Я уже начинаю к нему переходить, бить его уже вот этими местами. И начинаю забирать оттуда, да, свой центр массы и бежать. Вот, если он приходит ко мне, допустим, он бьет там, знаешь, как налетает? Раз, и мы с ним, да, дальше пошел, допустим, вот, я его прижал, гляньте, да? Так, микрофон тут, да? Я его прижал. Смотрите, вот у него голова, к примеру, он головой бьет, но я тоже в голову встраиваюсь. А теперь смотрите, поднимается. А теперь я с этой головы начинаю бить. И он не хочет, он начнет бежать. И как он начнет бежать, мы его допинываем ногой. Логика? Вот, ребята, для улицы, мастер, вы согласны? Для улицы ничего, на мой взгляд, лучше быть не может. Почему? Ну боретесь вы с ним. Ну хорошо, владеете вы. Ну а вдруг он сильнее? А вдруг он моложе? А вдруг он лучше борется? Ну куда вы денетесь? Ну как вы будете противостоять человеку, который, допустим, даже мне там, безотносительно наших физических параметров, мне было бы очень тяжело, если бы меня вот так вот начали бить оттуда, да, забивать. Если бы я не знал вот эту технику, мне было бы очень тяжело. А так, когда я оказался на земле, и человек на меня идет уверенный, а его там ждет волнорез, то есть там он получит еще больше, громко сказал, нет? Там он получит еще больше, чем в стойке. Но он же уверенно идет. И вот она, геометрия защиты, встраивается. Ну, пожалуйста, да? Геометрия защиты встраивается. Мы сейчас аккуратно, вот здесь микрофончик, знаешь, как я сейчас одену, чтобы не смахнуть. Геометрия защиты встраивается в его атакующее действие. Я своим телом, после того, как встроился, я тут же, после минимального угла, если вы помните фехтовальные техники, почему в Японии люди, занимающиеся карате там, или еще чем-то, они занимаются фехтованием в обязательном порядке, мне кажется, да, насколько я знаю. Почему? Потому что фехтовальная тактика подразумевает больше осознанности в движениях. Там ты ошибся, умер. Все, там не бывает по-другому. Поэтому ты должен все эти углы четко осознавать. И вот эти же углы теперь медленно накидывают. Смотрите, эти же углы, раз я встретил, два я встретил, 3, 4, 5, 6, 7, видите как, 8, 9, 10, там, вот, там. И я уже заставляю его перекрываться. Смотрите, что у меня еще есть. У меня есть вот эти вещи. А еще я могу его подтянуть и отсюда его, да, отлупить. Еще он, допустим, встает, он только встает, вот он, и я еще к нему, да, он начинает перекрываться, но он начинает перекрываться. У меня как 8 конечностей. И вот, друзья, вот мы с вами приходим, вот, допустим, от положения лежа, где я лежу. Смотрите, сейчас я буду показывать специально медленно, потому что если я буду показывать быстро, как объяснить? Не поймете вы, но вы просто, не поймете и не надо, да, это обучающая история. Смотрите, что происходит. Вот мы как делали с вами липкие руки, учились обкатывать, встраиваться, ставить парирующие вот эти, да, ставить одну схему, другую, третью схему, да. Мы научились отсюда ставить, здесь бить, и, да, с разных сторон. Вот это мы развиваем, вот эту вариативность. А теперь медленно. Вот он наносит раз удар, один, да, дальше. Смотрите, вот я его по касательной пустил, тут же ему бью, да. Он бьет, вот еще один у меня идет. Бьет отсюда, я его перебрал. Перебрал здесь, перебрал оттуда. Подтянул чуть-чуть к себе, начинаю его, смотрите, вот он у меня. Я его начинаю здесь бить. Подтянул опять, еще раз. Я его начинаю бить локтем. Да, локтем, он, естественно, хочет отойти. Он только отходит, я начинаю сопровождать его. Да, здесь мы идем, он в динамике, когда бьет один, смотрите, раз, один. А вот смотрите, я взял его, и я, смотрите, что раскрыл.
Пока он будет, если он меня решится сейчас бить второй, он у меня находит на удар, потому что я его перекрыл. Либо на этот удар, либо если он две руки, допустим, ставит в защиту, две руки ставит в защиту, да, моя задача опять, я раз встал, но я, смотрите, отсюда, в любом случае, отсюда я могу реализовать одно из движений. Одно из движений я могу реализовать. Поэтому, когда последовательно идет одной, другой, да, накидывает, раз накидывает, да, я его где-то, а может пожестче чуть, я его где-то пассивно, видите как, я пассивно защищаюсь, мне не надо, пошел, мне не надо сильно, мне не надо, он бьет, раз, все, он промахнулся, дальше, на, то есть, и вот, я его начинаю бить, но, сними, пожалуйста, нет, точнее, нет, я сниму, вот, но, когда мы после таких траекторий, как только мы поняли углы, мы эти углы начинаем работать с ними в плотном контакте. И это же, кстати, основа ближнего боя. Она точно такая же. В ближнем бою происходит то же самое. Просто мы этот ближний бой с вертикального положения перемещаем в горизонтальное. Вот он медленно начинает бить. Раз, два, три. А теперь я его, смотрите, что я сделал. Я его прибрал к себе. И отсюда я его начинаю разносить. Бить удары локтями. Он только начинает вставать, да? Начинает, а я его держу, я ему не даю. И переходить на болевые или удушающие техники. Только он пошел, я его взял. Да? Либо же я его на треугольник не вышел, я бью отсюда, бью локтем. То есть я, смотри, стоп. Сейчас, знаешь как, вот так подержи. То есть я начинаю отсюда ему бить локтем, удар. Здесь бить, здесь его скидывать, здесь бить с этой стороны. И он, когда наносит удары, только встал, раз, следующий. Все, я вписался к нему. Я начинаю здесь его просто избивать. У человека реакция, если он еще не уснул, у него реакция бежать. Бежать отсюда. Пока он убегает, я бью. И до той поры, пока он не решит либо встать, когда поймет, что что-то не то. Да, либо пока он не... Как сказать? Пока либо он на мне не уснет. Вот. Он может понять, что все, я попал. Если им надо бежать, но я его держу, и пока я его держу, я ему накидываю. Универсальность. Вот около стенки ближний бой такой. На полу ближний бой такой. И сидя ближний бой такой. И при этом я защищаюсь, и я проваливаю его исключительно за счет вот этих техник парирования, за счет выстраивания геометрии. За счет выстраивания геометрии, правильно говорю? Просто жестко пробивается. Вы можете походить, но вас зажмут. Почему он на меня не может положить руку? Ребята, я вам объясню. Можно, пожалуйста, почему он, допустим, даже если хочет зажать меня и положить, вот, допустим, он хотел бы зажать и положить, положить руку на мои эти самые, на сюда, да, каким-то образом меня ограничить. Но почему он не может? Потому что я всегда эти руки воспринимаю как, так сказать, да-да-да, то есть я начинаю эти руки воспринимать как, как сабли, как клинки, как атакующее действие. Иначе и ему тяжело, потому что если бы я просто защитился, он бы мне сейчас руку снял, все, и мне хана. А если он также идет, например, то же самое, да. А если он также идет и типа пытается на меня накинуться, ну так, оп, все, я взял его, смотрите, здесь, тум. И вот он на руку уперся, вот это, ребята, лучше не делать, лучше не делать такие вещи. Динамическая атака суставов отсюда. И смотрите, как ему в каком положении неудобном. Смотрите, мне даже вставать не надо. А я его здесь взять могу. Видите как? Протянуть. И даже если он меня будет бить оттуда, я его могу протянуть отсюда. Вот это, поймать вот эту мобильность, поймать вот эту подвижность, это и есть ключ к тому, чтобы, давай чуть туда придем, есть ключ к тому, чтобы научиться эффективно обороняться. А теперь обратите внимание на работу в положении сидя. Когда вы оказались на этом самом, в какой-нибудь такой ситуации, упали, зажались, вас бьют тоже. Сейчас мы с вами перейдем от этого, мы сейчас с вами перейдем, когда он стоит, а я лежу. Да? Потом есть несколько способов противника скинуть, но об этом мы уже говорим потом. Мы с вами сейчас обсуждаем концепции. Концепция под углом войти, затянуть, ударить такая же, как в этом самом, такая же, как в стойке. Такая же.
Вот здесь такая же, это такая же. Сверху универсализм. Так вот, смотрите, ребята. Ведь даже если мы находимся здесь, здесь я вообще от него никуда не денусь. Да? Вот. И он начинает меня бить. Да. Вот. Он начинает меня бить. Да, поноси, да. Вот. Раз. Я, допустим, начинаю, да, ага. Пошел. Видите как? Дальше. Я пошел к нему. И вот после вот этих моментов, даже здесь, когда мне некуда деться, знаешь, как сядь, как я. Как я. Вот так вот. Просто он немножко сверху сейчас. Вот нам вот так вот нужно. Вот так удобнее, просто мы на одном уровне. А то там... Да, и вот он пошел работать. Смотрите, ребят. Гляньте, обратите внимание. Да, пошел. Та же самая работа, да? Она действует и здесь. Угу. Видите как? Вот. Видите как? Та же самая работа. Неудобно. И вам нужно постоянно резать углы. Он, если уйдет слишком глубоко в защиту, он не сможет видеть, как я его бью. Да? Он не сможет видеть. Здесь локоть будет близко. Если он пойдет ко мне в захват, к примеру, здесь, смотрите, он пошел в захват. Но здесь у нас те же самые ударные действия, которые мы с вами делали на земле. Мы также его скидываем. Да? Он дальше пошел в какой-то. Раз, смотрите, мы его берем отсюда. Вот. И вот этот захват, он начинает для него оборачиваться ограничением собственных степеней свободы. А мы здесь вспоминаем что? Сядь просто вот так вот сделай. Мы здесь вспоминаем что? Не просто. Упражнение, которое мы с вами делали в самом начале. Вот. И это упражнение вы нарабатываете потом на мешочке. Учитесь работать по цели, вкладывая туда ударные действия за счет формирования вашим телом. Не жестко, нет, нормально? Можно чуть-чуть? Нет, я поэтому по предплечью нормально, перчатка, ага. Да, то есть чуть-чуть вот встал, вон, да, вон, там. И вот то же самое вы вносите ему в голову. Раз и медленно. Двойные удары. Одной рукой вы бьете, да? То есть я раз ударил, и опять ударил, и опять ударил. То есть вы учитесь финтить, учитесь проносить. О, видите как? Учитесь с ним. Вот он, ближний бой. Только я поймал чувствительность, и я его начинаю затягивать. К себе, как я говорил. Он у меня как в этот попадает. Знаете, в стиральных машинках раньше такая штука, которую выжимали. Как это? Выжимка, да? Ну, бог с ним. Центрифуга. Ну, что-то вроде того. И отсюда просто раз-два, только он зажался. Я его здесь взял, я его начинаю раскрывать. Да, и из-за того, что у меня... из-за того, что у меня эти самые свободные, он меня где-то бьет. Я отсюда взял. Я оттуда взял. Отсюда. Смотрите, вот она геометрия защитных действий. Видите как? Вот. Я взял его. Отсюда иду, да. Он пошел. Я прошел к нему. Смотрите, опа. Я прошел. Я просто бить не стал. Да. Вот я к нему прошел. Да, давай, а теперь иди. Вот, он отсюда идет. Мы с тобой, знаешь, вынуждены делать на счета, потому что иначе никто не увидит. Мы поэтому с тобой счет. Вот. И как бы он ни шел на меня, да, я смотрите, как мягко обороняюсь. И вот с этой стороны мы с ним идем, и получается, что мы ведем поединок, но при этом один дерется, да, лицом, а другой дерется, так сказать, этим самым. Другой дерется, так сказать, этими ударными частями. Вот. И мы постепенно друг с другом. Я прошел. Да, прошел. Видите как? И отсюда мы с ним начинаем взаимодействовать. Это концепция, которая призвана объяснить, почему так, а не иначе. Правильно? Потому что, ребята, если вы будете пробовать делать иначе, то получится, что я зажмусь, он зажмется, мы с ним сядем в захват, да? Так получится, что мы сядем в захват. И после того, как мы сели в этот захват, я уже ограничен. Все, мы уже начнем друг друга пытаться рвать. А там у кого больше сил, а сил у вас больше может и не оказаться. Потому что со временем, пока вы, когда вы живете, растете, вы приобретаете травмы, какие-то болезни, вы уже не такой выносливый, сильный, вам нужно быть хитрым.
И даже если мы представим вот эту ситуацию, смотрите, я оказался около стены, я, допустим, каким-то образом упал, часто, ну, оступился, упал, и он, например, ко мне идет и пытается меня ударить ногой. Вот эти же геометрические вещи, чуть-чуть провалить. Да, вот эти же геометрические вещи вам, ребята, и помогут в этой ситуации для того, чтобы вы как-то с ним сыграли. Вот так вот. Смотрите, вот эти же вещи вам и помогут для того, чтобы вы с ним отыграли его движение. Даже если он просто в вас попадет. Выстроить как-то вот так вот угол, ребят, это лучше. Это лучше, чем я просто стою, он мне также попадает. На, все, это один момент, другой момент веди. Другой момент, на, видите как, он также попадает, но вот это парирование, оно у меня остается. У меня оно остается. И более того, вот мы вспоминаем с вами вот эту технику, да, и мы вспоминаем с вами ручки. Встать так нельзя, потому что если я буду вставать, он меня будет да, держать, да, вот таким вот образом. Поэтому если я только на, понятно, да, мы так не можем встать. И поэтому я вам и говорил, то, что встать нужно, вот эти вещи, вы встаете, подобно тому, как вы на полу, вы поджимаете, вы встали, вы поджимаете центр мах, вы встаете защищенным. Даже если в этот момент, пока я встаю, он на меня где-то идет, понимаете, вот, на меня где-то идет, я хотя бы защищен. Это не значит, да, что вы не получите, но другого варианта подняться я не вижу, кроме как потихонечку по стенке. Отсюда, если я, допустим, упал, я могу держать его чуть на расстоянии, отойти. Но и то, смотрите, ребята, и то, когда мы держим, он все равно в этот момент может на меня налететь. И бах, хлоп. Понятно, да? Поэтому в этих ситуациях, когда мы поднимаемся, сейчас мы немножко поговорим еще, когда он сверху сядет, да, чуть-чуть обозначим несколько моментов. Но вот в этих ситуациях, когда вы оказываетесь в таком положении, ну, согласитесь, что это очень сложно. Вот, и вам нужно формировать углы, потому что по-другому не получится. И вот я внизу, и он меня пытается запинать. Ребят, вот эти вещи, да, дальше пошел. Вот эти вещи, да, пошел, да. Вон, видите как, вот эти штуки, сейчас чуть я перейду, вот эти штуки, да, когда дальше пошел, ага. На, вот, видно как, извини, попал, да, прости. То есть вот эти вот штуки, когда вы на земле бьете его, и даже если он пытается пнуть меня в затылок, да, отсюда вы всегда, когда вы здесь свободны, он тут далеко, я, допустим, да, опять встал, да, я к себе подвел, ага, к себе подвел, стоп, он чуть отошел, я его поджал, я его ударяю, чуть поджал, на ударил, от себя. Я его, допустим, от себя отвел, он чуть от меня отошел. Я не начинаю вот так вставать, потому что мне хана, да. А я начинаю, вот если общим видно, да, общим кадром, вот. А я начинаю делать что? Я как только его отвел, сейчас, секундочку, чтобы был хороший звук, очень неудобно с этой базой. Ну, прикиньте, я вот здесь, ребята, вот здесь вот эта тема, поэтому много динамики показать не можем, вы уж извините. Вот. И поэтому получается что? Получается, что я, находясь здесь, только я его от себя отвел, я уже ухожу. Почему? Та-та, раз, здесь, отсюда его ударили, отсюда ударили. Встали, сели с этой стороны, с этой. Встал, бам-бам, бам-бам-бам, бам, бам-бам-бам-бам. Бью в стойке, бах, раз, пум, упал где-то отсюда, бью отсюда коленями, ногами, локтями, прикладные удары различные, да, прикладные удары, допустим, поднял его, подтянул, ударяю, ушел, бьет, ушел отсюда, ушел здесь, угол сделал, надо, перемотнулся с одной стороны,
в другую сторону. Здесь. С одной стороны. В другую сторону. Ну, я утрированно делаю. Там, конечно, когда вы делаете быстро, там на ход ноги понятно. То, что он, например, идет с атакой. Он идет с атакой. Я его раз снял себе, бах, отвел. Я и поднялся. Но я, пока поднялся, я же держусь, правильно? Я держу себя, я держу оборону, я держу защиту. И акробатика нижняя, плюс волновая гимнастика, да, в сочетании с ударной техникой дает вам сверхуниверсальность. Это то, ради чего, в принципе, имеет смысл заниматься. Ну, если вы хотите именно уличный бой, то, чем он отличается. Уличный бой, универсальность. И потом, после этого, я вам сейчас покажу, ну, пару вариантов, как встать, да. В основном, концептуально, подведя итог именно работе вот этой. Вы его за счет парирования геометрии защиты углов снимаете, начинаете ему туда накидывать, наказывать его с разных сторон различными телодвижениями. В реальности только пошел на, он уже потерялся. Нету таких людей, которые, ну может есть, один раз ударил, а потом ну, он все равно дух сломается. По-любому, если тебя бьют в одну калитку, я духовитый, меня не победить. Победить. Просто тебе, когда ты поймешь, что ты ударить не можешь, а тебя бьют, и у тебя рожа уже вот такая, ты думаешь, как же мне... Хорошо, ладно, можно побить, а как мне теперь выбраться отсюда? Уже никак. Все, ты уже здесь, ты уже в рукомойник, и он попадает в эту ерунду. И поэтому, когда мы показывали вот с этими вариантами защиты, где-то у стены, где-то просто мы в спарринге, если он наносит там прямой удар, да, где-то мы, я вам показывал, да, вот эти варианты, смотрите, мы как идем, да, ага, да, геометрически вот эти вещи. Я его, смотрите, как парирую, да, дальше он пошел в меня, дальше он пошел, обратите внимание, да. Вот, то есть именно вот эта мягкая техника, ее не видно. В реальности, сейчас медленно. В реальности что получается? В реальности получается встречное движение. В реальности он бьет, я кинул, в реальности получается встречное движение. Понимаете? Вот в чем смысл. Ведь этого же не видно. Согласен? То есть и когда он бьет меня, раз там, допустим, я встал, да, оттуда он дальше пошел, да. Раз, смотрите, вот он встречный. У него столько же движения, сколько у меня. Видите как? У него движение, у меня движение. И оно уже, теперь медленно, ага. И оно уже вот, я иду, он идет. Конечно, мы с ним утрируем, но тем не менее, кто-то в таком противодействии, кто-то получает, а кто-то промахивается. И вот отделить того, кто получает, от того, кто промахивается, позволяет осознание вот этой тактики. А по сути это же фехтовальная история. Вот тебе же, ну как вот, многие люди думают, что вот когда в реальности, я почему сотрудник еще очень, почему важно, да, почему интересно спросить, да, просто как сотрудника, чтобы народ просто думает, что мы когда говорим, что есть методика, которую мы собираем и с военной культуры, и с уголовной культуры, я не вру, и с военной культуры, с уголовной, со спортивной, с милицейской. Правильно я говорю? Я ничего не соврал? Что мы это все собираем, общаемся, систематизируем, объединяем. Часто это происходит за одним столом. То есть, ну, как бы, когда действительно, ну, это действительно сбор людей. Ну, вот у сотрудников. Кто-нибудь спаррингует в жизни? Нет? Происходит. Да, то есть раз, вот так. И все. Чуть что, сейчас вот он, то, что он сделал, не убей меня только, ладно? Только пошел, на, все, труба, пум-пум, да. И побежал, либо он что делает? Он делает удар, изготовился. Да, раз, он изготовился. Видно? Вот смотрите, я, допустим, иду к нему, я хулиган, раз, все, бах, вот. Но я к нему должен прийти. Он раз, изготовился, и мне хана. Согласен? Да. А если он не успел, например, меня оттолкнуть, то он уже, моя задача как? Я же не могу на него, но если я на него, я уже только пошел, бах, все, и дальше он уже, ну, как вот ты, да, я так не умею. Не буду врать, я так не умею. Это отдельная профессия. Вот. И поэтому, конечно же, вот в этой ситуации фехтования, и именно углы, и геометрия защитных действий, тот, кто ее понимает, тот и выиграет, а тот, кто этого не понимает, тот просто с одним зацепится, а его другой будет бить. И кто не понимает, что уходить надо вот так вот со всех сторон,
ты к этому повернулся, ту-ту-ту-ту, с этой стороны к этому, ту-ту-ту-ту, с этой, да, то есть и получается, что да, со всех сторон ваша защита, она должна быть везде, вы должны всегда со всех сторон смотреть и уметь бить во все стороны, вот как показывал многоуважаемый коллега, бить во все стороны локтем, с этой стороны, с этой, туда, оттуда, то есть это все очень важно. Почему? С одним бьешься, этот следующий здесь, раз, допустим, прихватил, на следующий откуда-нибудь летит, да, и вы постоянно вынуждены, да, то есть и всегда, когда есть групповой бой, всегда, когда есть групповое взаимодействие, у вас не получится стоять вот так. И вот поэтому мы что делаем? Чтобы шакал не подошел. Это, ребята, тема какая? Когда группа, спрашивали про групповой бой, надо занять вот эту позицию. Коллега очень правильно делает, да. Потому что либо вот такую позицию, когда мы друг друга не отпускаем, мы держим. Почему? Я защищаю его от шакалов с той стороны. Я тех, кто подходит, я бросаю к нему, он их добивает. Он своих бросает ко мне. Я их отсюда добиваю. То есть вот такая история. Когда же нам нужно, в принципе, да, если их очень много, мы жмемся к стене, чтобы шакалье нас не тронуло. Вот. И вот здесь, и вот здесь уже вот эти вещи, кроме как вот это, вы не сделаете. Вы не поуклоняетесь, вы не поныряете. Не получится. Это просто не получится. Это, многие говорят, что вот есть там какие-то знаешь, там, что только так, или только вот так, или только такой удар. Нифига. Оказались вы здесь, вот, и вы уже по-другому запоете. Итак, вот смотрите, и вот в этой связи именно вот эта механика, именно вот эта работа на земле, она вам дает уникальную возможность с ними биться, отталкиваться от них, да, бам, идти вперед. Бить с этой стороны, с этой стороны, с этой. То есть видите как? И с этой стороны, с этой. Прикрылся, да, отсюда. Я, допустим, встал, я пошел. Вперед. Вот что мы делаем. Вот как мы работаем. Вот таким образом. Перемещаемся на пол, работаем таким же образом. Проходим в ближний бой к нему, просто в захват. Работаем так же. Скидываем и начинаем добивать. Потому что мы опять говорили про парирование. Сейчас, знаешь как... Не быстро, почему я очкую? Просто это, если быстро, оно будет тереться. А если снять, то звук будет не такой красивый. Согласитесь. Вот. Это уж лучше на личных тренировках. Будет мастер-класс как-нибудь, ребята, живой. Я приглашу, покажу. Я, так сказать, вот получить по башке не боюсь. Можете попробовать все то же самое. Попробовать побыстрее, посильнее. Я могу сопротивляться, могу не сопротивляться, как вы попросите. Но здесь пока демонстрационно. Вот если мы схватились с ним, вот он схватился, я схватился. Здесь та же самая у нас задача, ребята. Наша задача с вами не заниматься тем, чтобы с ним бороться. Наша задача организовывать зазоры. Если мы с ним встали, да, организовывать зазоры. И отсюда, да, мы уже начинаем сокращать дистанцию и к нему проходить. Та же самая тема, как мы делаем на дистанции. Вот мы делаем то же самое на расстоянии. Вот мы приходим, мы это делаем вблизи. Вот мы приходим, мы ту же самую историю делаем в плотном контакте. Ту же самую историю мы делаем в плотном контакте, чтобы поймать выгодную позицию, относительно безопасную. И коллега, он правильно делает, что он дистанцию рвет. Потому что если бы он ко мне шел, с этой позиции, ему ничего не светит. Но если он отсюда, с этой позиции, начнет от меня также рвать дистанцию, он начнет, видите, он от меня будет отталкиваться и начнет рвать дистанцию. Он начнет уходить по вот этой вот спиральке от меня. Мне придется заходить заново к нему. Но те, кто не знают, те, кто попадаются, и вот на этих углах мы пришли, и те, кто попадаются вот здесь, все. Здесь уже, ребята, идет доработка. И уже один человек, он уходит. Ему уже хана. И тактика, техника, геометрия отсюда видна. Потому что он как только встал, вы уже понимаете, вы же привыкли, вы уже понимаете, Да, и вы уже понимаете, да, что к чему. Если, допустим, он хочет меня бить как-нибудь, да, вот, видите как, я уже понимаю, почему я понимаю, потому что я по микродвижениям понимаю, потому что я научился чувствовать это как. Я научился это чувствовать, как здесь. Вот многие делают, вот как бьют там липкие руки, знаешь. Вот многие делают здесь липкие руки, понимаете. То есть человек учится тактильно принимать вот эту историю. И он уже после того, как он привык через чувство
получать информацию о движении, о векторе. Он уже это может делать на дистанции. То есть он только, да, и даже иногда, как бы, да, когда глаза закрыты, только, то есть развивается настолько вот это вот, так сказать, предсказание, антиципация так называемая, настолько она развивается, что вы уже на расстоянии и можете не только одного отслеживать, но и нескольких. Но отслеживаете вы это через что? Через то, что вы изучаете тактику, нарабатываете чувствительность, развиваете тело, несколько механик генерирования ударных и защитных действий на полу, на земле, здесь, около стенки, развиваете работу, собственно говоря, работу, как объяснить? Ну, я, по-моему, понятно, да, уже, я так сказал, да. Вот все, что мы с вами здесь обозначили. И уже тогда вы обретаете вот эти вот навыки, которые для многих кажутся, о, это там супер какое-то мастерство, хотя это не супер мастерство, вы просто привыкли фотографировать, и вы примерно представляете, вы достраиваете их движения, вы, конечно, с ошибкой достраиваете, но он только пошел, допустим, этот сбоку пошел, я этого, начни стой, я раз этого ударил, и, допустим, с этой стороны тут же, тот идет, я раз тынь ударил, да, отсюда где-то, там может быть у меня человек, я могу пройти, и вы уже смотрите периферийным зрением, да, что к чему, и вы уже начинаете со всех сторон предсказывать, да, где кто. И заходить, прячась. Почему? Потому что если вы не спрячетесь, вы получите по голове с одной стороны. Голову топим в плечи, башкой всячески уходим и держим здесь. И отсюда руки летят. Оттуда, где они находятся. Не, как сказать, но это уже мы говорим про как? Про дистанцию. Мы можем сказать про удар в печень, но когда есть дистанция, да, будет бить в голову. Здесь в печень далеко. Вот, в печень далеко. А если дистанция сократилась, мы же вот так не будем стоять. Мы перейдем в захват, люди хватают. Поэтому здесь такая же тема. Поэтому мы прикрываем в основном то, что мы далеко, ему здесь не достать. В меня, в печень имеется в виду, да? Потому что если он будет бить, я его увижу, это удар долгий, он длинный, ему надо, ну, это будут, скорее всего, у меня будет ногами каким-то образом дестабилизировать, наносить мне удар по суставам, потому что ему зачем? Только я руки поднял, да, либо вот он, мы с ним встали, я раз руки поднял, обозначил, на. Почему? Потому что я вот тупой, а он мастер. И может получиться, я вам сейчас расскажу, интересная ситуация. Бывает, что мастер занимается долго. Он поднимает, допустим, руки, раз, мастер поднял руки, и я поднял, он поднял, но я его бью, он может не увидеть. Почему? Потому что я поднял, я на него смотрю, я лох, я бью какой-то тупой удар, и он его может пропустить. Сейчас он не пропустит, конечно, потому что он уже понял. А если я лох, вот по поводу самообороны, а если там ты Тайсона ударит, там с Тайсоном сработает, не сработает, ну там, знаешь, как бы все же хотят, чтобы ты не защищался ни от гопоты, все же считают себя, что сначала Тайсона победи, а потом со мной будешь тягаться, потом меня учить будешь со мной тягаться, потому что пока типа Тайсон, а дальше я. Просто офигеть. Ну ладно. Вот. Ну и здесь какая тема? Здесь тема такая, что даже если он мастер, вы испугались и ударили его. К нему зашли и потом ударили как-то. У него тоже есть большой шанс, у каждого из нас есть большой шанс просто на дурака ударить, да, просто на дурака выставить. Или просто я встал на туда. Я встал, он встал. Почему? Потому что он меня зеркалит. Я говорю, ты что? Как вот это самое? Ты что? Он поднимается, ну, как руки. О, да, вот мы встали, допустим. Ты что? Раз, и все. И вот эта тема, на вот этой теме построено очень много бакланки всякой. Очень много всяких, вот если мы берем уголовных там всяких историй. Да, никто никогда честно не бьется. Все говорят, на, тут же. Вы меня звали. Или мы стоим, бух, сразу. Между слогами бьют. Или по ходу пьесы, по ходу движения. Вот это именно усыпить бдительность. Или раз, я говорю, и он меня зеркалит. Или он, стой, не надо, я его бью. Ну что? Я говорю, раз он, стопе, он пум, и ударил в пах. Вот и все. Вот и все, ребята, вот она уличная драка. Поэтому очень часто вот эти хитрожопые засранцы, которые владеют вот этой темой, они просто опускают ниже плинтуса вообще множество всяких различных, ну там, спецбойцов, всяких там, куда бы деться. Вот такой вот хренью. Они их усыпляют и начинают накатывать. Мы с вами
поговорим сейчас про то, как нужно вставать, про то, как можно сбросить человека, про то, как можно встать. Здесь, смотрите, здесь я не буду очень много и очень плотно этим заниматься. Почему? Потому что если вы хотите посмотреть выходы из партера, да, именно как его перевалить, перекинуть, там, центр масс, как его нагрузить. Если вы хотите это посмотреть, смотрите это в классических единоборствах, в самбо, в джиу-джитсу, в грэплинге и так далее. Я вам показываю именно работу в партере, уличный вариант, но вам нужно выучить несколько конкретных приемов по тому, чтобы человека скинуть из спортивных единоборств. Правильно? Чтобы ваше время здесь не тратить. Я вам всего лишь показываю путь. И после того, как вы сходите, ну давайте мы с вами сделаем. Сейчас сверху на меня сядь, пожалуйста. Вот смотрите, ребята, сверху. Угу. Сейчас он на меня садится сверху. Я уберу чуть-чуть микрофончик. И вот отсюда вы делаете, я чуть-чуть поработаю, ты зажмешься, да, ладно. Вы делаете точно такую же работу, он вас может бить точно так же, но при этом он уже присел и вас прижал. Вам деться некуда. И ту же самую работу вы начинаете уже делать, вы начинаете делать с ним с этого положения. И начинаете таким же образом от него где-то уходить, где-то его бить, да, и искать возможность продернуть, я чуть-чуть продернуть, и потом скинуть его с себя. Вот это вы уже начинаете делать, да? Как скинуть опять, смотрите, ребят, какой-нибудь туториал, смотрите какой-нибудь урок в Ютубе. Вот, это не так принципиально, как именно, там их всего несколько, но они рабочие, и они вам дадут задел очень надолго. Но с этого положения вам нужно научиться бить. Нет, ты зажмись, пожалуйста. Вам нужно научиться бить. И вот здесь вот, вы, когда начинаете, я могу чуть-чуть повлечь, вот так туда, так повлечь, вот раз, и с этого положения он чувствует структурно, удар-то структурный. Я вроде внизу, но он жесткий. Да? Да, и отсюда я бью, я медленно, вот так, ага. Вот, отсюда я бью, удар жесткий. А здесь жесткий, здесь я снял, тут жесткий удар, тут жесткий. Это все очень жесткий удар. Мастер, простите, пожалуйста, спасибо вам за то, что вы ассистируете, я вам дико благодарен. Я понимаю, я просто, чтобы мы сейчас закопаемся в экипировке, у нас много. Вот. Извините, бога ради. Так вот, самое главное в этом отношении, то, что вы когда бьете, ребята, вы получаете, даже в этом положении, вы получаете мощный структурный удар. А если, в принципе, вам удастся его отвести, а потом, он же как, он на вас где-то идет, и здесь ему просадить, да? Он, если, допустим, медленно, он меня бьет, я его бью, я ему здесь просадил, это будет самый четкий нокаут на свете. Потому что вы ловите его на движении. И вы, как правило, здесь его просаживаете, здесь просаживаете. Вы ловите его на движении, и человек засыпает. Прямо на вас засыпает. Хлоп его туда, знаешь, как, вот так, ага. То есть вот он встал, вот его голова. Вы бьете, чуть повыше, как это обычно. Вы его бьете здесь, и он у вас засыпает. Да, чуть. И я его вырублю. То есть он если он возьмет лапку, да, вот он взял, вот голова его. Я отсюда вот, встал, он меня здесь держит вот здесь. Вот, раз. Нормально? Мощный? И это мощный удар. И я его, этим ударом я его отправлю спать. А если бы я бил, вот так, это была бы ерунда. А так вы его здесь чуть толкнули туда. Толкнули. И все. И вы его усыпляете. Дальше смотрите, уж я покажу несколько тогда моментов, я просто переваливаться не буду. Дальше ваша задача его либо прокинуть туда, да, прокинуть, и отсюда выйти с него. Либо если он к вам, допустим, прижался, ваша задача взять, вот как я сейчас, с той стороны не видно, одну из опор, чтобы он не оперся, вот здесь вот, да, вот здесь, не так, вот так, одну из опор взять, прижать к себе и выполнить мост. Чтобы его перевернуть назад. Там у нас, смотри, что. Чтобы его перевернуть. Да? Либо вы выполняете отсюда этот самый, грубо говоря, подсаживаете его, ну, поднимаете импульсно его центр масс, бьете бам-бам-бам, скидываете туда, вылазите, либо поднимаете здесь, пытаетесь выйти. Сделать это с грамотным специалистом
по его правилам невозможно. Допустим, есть человек, который владеет круто грэпплингом, ну, круто борется. Да. И вот он владеет круто грэпплингом, и вы, если будете пытаться с ним за счет борьбы это сделать, у вас не выйдет ничего. Но если любому грэпплеру дать по челюсти, да, не один раз, а несколько раз, системно, голой рукой ткнуть в глаз. Но мы не берем ткнуть в глаз, потому что, ребят, я вам показываю, вот эта техника, это сверхуниверсальная техника со всех вот этих миров, но адаптирована под гражданских людей. Почему? Вам нельзя ножами пользоваться, нельзя пользоваться пистолетами. В глаз вы можете тыкать, но желательно без этого, потому что тяжкие телесные всякие, ну это тоже. Но если не получается, ушли, бьете, да, к примеру. Любой человек, когда он выходит, когда к его дисциплине, например, грэпплингу добавляют еще и удары вот эти, техника будет меняться. Потому что часть элементов потеряет смысл. Вот, потеряется и красота, часть красоты потеряется, но тем не менее. Да, но если в прикладном варианте, вот эта история, поднимайте и выползайте. И вот то, что показал многоуважаемый коллега, вы делаете следующее. После того, как вы освободились, после того, как вы накидали ему, так скажем, витамина D, так, D, вот, вы уже встаете. Но встаете как? Встаете за счет того, что вы учитесь управлять своим центром масс. Накатываться на одну сторону, на другую. На одну сторону, на другую. Да, вы уже учитесь перемещаться. Ваша задача научиться в этом плане вставать без помощи рук. Вот вы начинаете учиться вставать без помощи рук. Вперед, вперед, да? В бок с доворотом. Сюда, да? Потому что вот я встал, раз моя задача прийти, да? Встал. И поэтому, знаете, есть часто такие перемещения в некоторых, да, ходят. Помнишь? Ну, конечно, помнишь. Да? Там ходят вот таким вот образом. Да? И вот раз мы встали, я пошел. Я должен чувствовать ножками, я должен уметь искать опору, я должен чувствовать себя свободно. Обратите внимание, я здесь прошел, здесь прошел, здесь прошел. Смотрите, да? Я должен быть максимально чувствительный. Вот. Максимально чувствительный со всех сторон. Я должен уметь вставать, а руки при этом у меня находятся, да, либо у сотрудников тут находится ствол, а у вас, у обычных людей, здесь находятся руки, потому что вас могут бить. Вот. И вот таким способом вы, ребята, на улице встаете. Я прав? Любая попытка встать вот так, это все. Только упали, бам, раз, ту-ту, отбился от него, да, где-то, качнул, встаешь, вот таким образом, встаешь отсюда и снизу, естественно, я сейчас делаю просто не очень быстро, чтобы поэлементно, но снизу вот эти движения, они вас закидывают вперед, я как-то показывал, туда, 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 вот. Раз. И. Два. Вот. И вот эти движения, подобно тому, как вы по стенке поднимаетесь, такие же движения вы выполняете здесь. Бам-бам-бам. Раз упал. Кто? Что? На ногах. Подлетайте на ногах. Никаких там. Вы как здесь, так же здесь, на жопе. Ну, извините, да, мы уже с вами почти друзья все. Ну, вот, прям уже лично знаю, уже лично практически обнимаемся через экран, поэтому я буду там немножко на жопе ползаете, на спине, на ногах, на чем надо, на том и ползаете. На чем требует ситуация, с какой позиции она требует, чтобы вы встали. Надо здесь встать, встаете здесь по стенке. Будете пытаться вставать вот так, это все. Встаете, опять поджимаетесь, используйте стенку как защиту. Используйте стенку. Используйте. И ваша ударная техника. Теперь к самому интересному. Что? Не, я вот так покажу просто в абстракции. Просто что мы добиваемся. Какой мы получаем стереотип. Да, какой мы получаем интересную, какую мы модель движения интересную получаем. Мы работаем раз, два, три, четыре, пять. Во-первых, всеми
всеми, так сказать, всеми частями тела мягко. Так мы еще работаем на всех уровнях, нанося удары, как отсюда, так оттуда, так в партере. Если нам нужно, а не в партере, мы встаем, да, здесь ударить, раз. Да, со всех бьешься здесь, споткнулся, бах, бьешься здесь, да, надо, перешел, бьешься отсюда, надо, бьешься оттуда. И попробуй, да, поймай. И вот это, ребята, тактика, она больше всего и дает вам преимущество, больше всего вас выручает. Поймите эту логику, удержите логику в голове, постарайтесь понять, осознать и хотя бы частично адаптировать. Это очень классные наработки, которых нигде нет, но они, мне не даст соврать мой уважаемый друг и коллега, они обработаны, переобработаны, опробованы, переопробованы. Это не вымысел мой художественный, это опробовано. Да, у меня есть свой стиль, да, у меня есть своя манера подачи, но знания, они мои, не мои. Знания наши, это отечественный, накопленный боевой опыт, который мы переняли у азиатов, который у одних, например, сказать, русский стиль там, или русские единоборства, что вы там знаете? Русские единоборства делают русскими единоборствами человек, который ими занимается. Вот мы взяли у японцев, забрали и адаптировали. Вот он и русский стиль. А эти взяли, Окинава взяла у китайцев. А с Окинавы взяли японцы. А у японцев взяли мы и сделали рукопашный бой. А потом сделали, то есть, поэтому нифига. Международная история, международное информационное поле, международный сбор информации не делает нас безликими, не делает нас, как сказать, без рода, без племени. Это наши отечественные наработки, которые мы проверяли многократно, которые, мой дорогой коллега, не даст мне соврать тоже, у него-то вообще этих возможностей, наверное, была, я так понимаю, не одна, да, наверное, не две. Вот. Все, что я вам говорю, все обусловлено опытом, и эти знания получены кровью. Поэтому дайте этой информации шанс, постарайтесь изучить и понять наши боевые традиции. Я вас от всех душ наших с тобой, я вас благодарю от всей души. Спасибо вам большое, мир вашему дому. Дай Бог вам здоровья, радости, счастья. Я благодарю многоуважаемого мастера. Мастер, спасибо вам большое за то, что вы оказали честь, за аккуратную работу, что не убил, так сказать, да, что так мягко дал мне тоже даже что-то показать. Спасибо вам. Спасибо большое за внимание. Благодарю от всей души за оказанную мне честь, за оказанную возможность с вами пообщаться. Всего хорошего, всего доброго. До встречи.